Приветствую всех на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Если вы не успеваете сделать какой-то шедевральный подарок для своего мужчины, а время поджимает, можно прибегнуть к несложной технике пицца и сделать коврик для бани. Идея мне пришла в голову во время последнего пребывания в бане, извините за подробности, когда муж забрался на полок и сказал, что попе горячо, не усидеть. Правда, выразился он пожестче. Я подумала, а почему бы не доставить удовольствие от посещения бани? Пусть уж расслабляется сполна. Итак, я взяла основу из плотной ткани и джинсовые обрезки, которые никак не заканчиваются. Начинаю раскладывать лоскутики на основу. Девочки, не верьте, когда вам говорят, и я говорила, что кладу все лоскутики подряд, без разбору. Это чисто женское кокетство. На самом деле всегда учитываешь и форму, и цвет, и чтобы одного тона не соседствовали, когда контрастные лоскутики рядом, это получается более... Не скажу, что живописно, но живенько точно. После того, как разложено какое-то количество лоскутов, всегда присматриваюсь. Где-то что-то подправляю. Это джинсовая ткань, она имеет потертости, которые создают переход цвета. И с этим хочется поиграть. Ну вот я все разложила, и потому как все это надо будет простегать, я нарезала небольшие полоски из клеевой паутинки, подложу под некоторые лоскутики, может быть не под все. Паутинку я закреплю горячим утюгом. Ну и дополнительно кое-где я закреплю булавочками. Простегала ромбиками. Сейчас я выровняю края и окантую бейкой. Бейка у меня долевая. Я оторвала полоску от списанного пододеяльника. Ширина полоски 3,5 сантиметра. Пришивать буду с лицевой стороны и затем отверну наизнанку. Вроде бы такая бейка не подходит по цвету, но мы это обыграем. Сначала я пришиваю бейку с длинных сторон. Подвернутую бейку я пристрочила на машинке вплотную вот к этому шву. И вот так это выглядит с изнанки. Дальше обрабатываю короткие стороны, накладываю бейку лицом к лицу и завожу конец немножко, выходя за край полотна, вот таким образом. Оба конца я подворачиваю и прокладываю строчку. Мне нравится этот способ пришивания. Так, вот я пришила бейку. Теперь отворачиваю ее. И хвостик у нас уже подвернут. И остается дальше подвернуть и пришить тем же способом. И вот у нас уголочек получается вот такой аккуратный. Так, и вот у меня края обработаны. И теперь начинаем художничать. На той же ткани, что и бейка, я нарисовала листочек. Это дубовый листочек. Можно сразу нарисовать прожилки. Ну, чтобы сразу можно было прошить на машинке. Ну, хотя бы так вот наметить. Вот у меня такой пришитый листочек. После того, как я пришила швом зигзаг, обрезаем, не задевая нити, которой пришита. Ну вот я заканчиваю уже обрезать. И вот вы видите, что здесь вот немножко ткани даже можно оставить, чем подрезать ниточку.
Вот так. А эти листочки я обрезала фигурными ножницами. И краешек получился зубчатый. И вот такие листочки у нас получаются. Здесь вот у меня уже с прожилками. Это у нас березовый листочек. Здесь я вот только еще вот нарисована. Обозначу на машинке прямой строчкой. Закончила с листиками. И, собственно, такой вот банный коврик готов. Благодаря листьям он получился нарядный. Такой коврик можно подарить не только мужчине, но и женщине. Впереди 8 марта. Думаю, что такая идея будет не лишней в вашей копилке, и если это так, я не зря поработала и заняла это совсем мало времени. И на этом можно с вами попрощаться. Жду ваших комментариев, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, а также поделитесь в соцсетях, это поможет продвижению канала. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи!